У этого фильма интересная история с путешествием прав на показ, как мячик в теннисе, они прыгали туда-сюда от одних держателей прав к другим, и в конечном итоге за огромные деньги достались Apple за рекордные 25 миллионов долларов, хотя сам бюджет фильма 10 миллионов. Это фильм «Кода». И «Кода» — это слово из мира музыки. Оно имеет несколько значений для самого фильма. То есть сюда добавили музыкальный термин, как отражение стремления главной героини заниматься пением и музыкой, а также само слово «кода» обозначает музыкальный фрагмент в конце длинного музыкального произведения, обычно отличающийся от его основной части. Так и тут в фильме наша героиня, она отличается от своих родных, от своих родителей и брата тем, что они глухие, а она нет. Главную героиню зовут Руби, она ученица старших классов. Она наравне с родителями занята в их рыбацком промысле, в рыболовном бизнесе. Часто помогает родителям из-за их глухоты, и да, по ходу просмотра придется иногда читать субтитры внизу, если вы не знаете язык жестов. Особенность родителей становится частью забавных ситуаций. Например, когда они подъезжают к школе, и из их машины громко доносится черный гангстер-рэп, и они гремят посудой или хлопают дверьми, так как не слышат. А секс, я думаю, с такой громкостью, как они занимаются сексом, ни один человек в мире не смотрел порнуху на такой громкости. С другой стороны, для главной героини есть плюс в том, что она, например, может громко слушать музыку и на пределе своих человеческих возможностей заниматься пением, распеваться у себя в комнате и при этом никого не потревожит дома. Переходя в выпускной класс, Руби выбирает для себя участие в хоре, куда по счастливому стечению обстоятельств записывается и парень, который ей нравится. Дальше, опять же, по счастливой случайности, учитель выбирает их как пару для дуэта. Главной героиней движет желание петь, и часть от сюжета составляет музыка, но сама картина не превращается в мюзикл с прерываниями на сцены с танцами и пропеванием диалогов. Этого нет, и это очень радует. По крайней мере, меня. Я не фанат такого жанра. В целом фильм позиционирует себя как драма, но там нет каких-то ужасных мук и страданий. В целом драма заключается во взрослении Руби, того, что она переживает и какой выбор ей приходится делать, а также то, что ее родные не могут в полной мере понять вообще, насколько та хорошо поет и полностью оценить ее талант. И когда, например, за столом мать кушает, да, она спрашивает на языке жестов: дочь, а если бы я была слепой, ты бы захотела рисовать? Знаете, вот этот присущий родителям эгоизм сдать ребенка в футбольную секцию, потому что сам родитель мечтал футболом заниматься или хочет, чтобы у него вырос футболист, потому что тот любит футбол. Но не спрашивают, что действительно детям интересно, важно и чего они хотят. Это тоже такой драматический элемент сюжета, и несмотря на жанр, проскальзывает много добротных шуток и смешных ситуаций, как от глухих родителей главной героини, так и от персонажа музыкального учителя в исполнении Эухенио Дербеса, глядя на которого я сначала подумал, что это Билли Боб Торнтон, но так преобразовался и стал похож на хипстера, знаете, прям как Сергей Шнуров, который раньше был панк-рокер, говнарь и бунтарь, а потом оказалось, что он на самом деле приспособленец и пидор. Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров пошел в политику. Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь? Я ему скажу, что хватит. Здравствуйте, Владимир Владимирович, Сергей Шнуров. Почему русские хакеры в этот раз не смогли помочь избраться Трампу? И в отличие от Шнура, учитель музыки действительно занимается музыкой и учит молодых дарований чему-то, и ему действительно важно подтолкнуть зарождающийся талант к исполнению своей мечты. Стоит отметить, что роль мать, отца и брата исполнили на самом деле глухие актеры. И Марли Мэтлин, игравшая мать главной героини, единственная глухая актриса-обладательница Оскара за лучшую женскую роль. И так как премьера состоялась в США в начале 2021 года, у меня есть предчувствие, что фильм «Кода» будут номинировать на награды, даже невзирая на то, что там нет черных лесбо-трансгендеров со спидозной собачкой-инвалидом. Думаю, фильм зайдет широкой аудитории. Это не жалостливая история, которая будет давить на эмоции зрителей и пытаться выдавить слезу, а больше трогательное и местами веселое, и я бы даже сказал сказочное кино длительностью почти 2 часа. Но мне кажется, что оно больше для подростков, так как в центре сюжета мы имеем подростка, его трудности,
преодоление этих трудностей, а также вечная проблема отцов и детей, где мы наблюдаем с перспективы ребенка. А на этом все. Спасибо за просмотр. До встречи. Пока.